Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший десерт тирамису. И будет он у нас в виде торта. Мы не будем для него покупать печенье савойярди, а приготовим сами бисквит. Для бисквита нам понадобится 5 яиц, 140 граммов сахара, щепотка соли. И нужно как следует яйца с сахаром взбить, чтобы масса посветлела, увеличилась в объеме в 3 раза, и след от венчика оставался несколько секунд. Время взбивания зависит от мощности вашего миксера. Посмотрите, как мы взбили яйца. И теперь нам нужно вмешать 140 граммов муки. Делаем это постепенно, просеиваем небольшое количество муки и движениями снизу вверх аккуратно вмешиваем муку. Посмотрите, какое по консистенции у нас должно получиться тесто, воздушное, кремовое. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Противень у меня 30 на 40 сантиметров, стандартный. Я его выстелила пекарской бумагой. Выкладываем тесто и разравниваем его ровным слоем, чтобы бисквит у нас получился красивым и ровным. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь бисквит до румяности 15-20 минут. А пока приготовим ганаш. 100 граммов темного шоколада, 50 миллилитров жирных сливок. Прогреваем их или на огне в ковшике, или, как я, в микроволновке. Размешиваем до однородности, чтобы шоколад растаял, и убираем в кондитерский пакет, чтобы он там остывал. И обязательно нужно сварить 200 миллилитров черного кофе, чтобы он остыл у нас. Посмотрите, какой румяный у нас бисквит. Он у меня пекся 20 минут. Даем ему остыть на решетке. Когда он остынет, снимаем лист пекарской бумаги, на котором он пекся. И обрезаем ножом аккуратно края бисквита, чтобы у нас получился ровный корж. По длинной стороне делим бисквитный корж на 3 части. И у нас получится 3 прямоугольника размером 13 на 30 сантиметров. И теперь нам нужно приготовить крем. Холодный сыр маскарпоне 250 граммов и 400 миллилитров холодных жирных сливок. У меня 38%. Добавляем к ним 2 столовые ложки сахарной пудры и миксером все взбиваем в однородную пышную кремовую массу. Здесь нужно следить очень хорошо, чтобы не перевзбить сливки с маскарпоне, чтобы у нас все не превратилось в сливочное масло. Посмотрите, какой густой крем у нас получился. Примерно треть крема я перекладываю в кондитерский пакет с насадкой для украшения верха нашего торта. И сейчас мы будем собирать наш торт. Блюдо, на котором мы его будем собирать, я выстелила полосками пекарской бумаги, чтобы после сборки блюдо осталось чистым. И нам нужно как следует первый корж пропитать холодным остывшим черным кофе. Я туда не добавляла сахар. Также мы выкладываем на пропитанный корж часть крема. Я это делаю тоже при помощи кулинарного пакета. Так получается более ровные слои крема. И половину шоколадного ганаша выкладываем на крем и вот так вот шпателем аккуратно его разравниваем. И теперь следующий слой. Та же самая процедура. Бисквитный корж пропитываем очень хорошо холодным кофе. Выкладываем крем и следующий слой шоколадный ганаш. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео, его увидит большее количество зрителей. Если вам не хочется заморачиваться с ганашем, можно просто натереть плитку темного шоколада сверху на крем. Но уверяю вас, с ганашем это так вкусно получается. И последний слой верхний. Тоже как следует его пропитываем. У меня ушел весь кофе, все 200 миллилитров. Выкладываем крем. Как следует его разравниваем. Это верх нашего торта. И сейчас мы будем украшать наш торт таким декором. Такие как бы шарики из крема у нас получается. Традиционный такой рисунок для этого десерта. Традиционное украшение. Бока мы тоже смазываем кремом. Посмотрите, какой он получился беленький, красивый, нежный. И теперь сверху мы посыпаем, тоже по традиции, какао-порошком.
Посмотрите, какой у нас торт получился красивый. И блюдо у нас чистое. И теперь нужно убрать минимум на 2 часа торт в холодильник, чтобы он как следует пропитался, крем стал стабильным. Перед подачей можно освежить верх торта какао, чтобы у нас верх был такой матовый. Сейчас мы его разрежем и будем пробовать. Посмотрите, какой кусочек. Видны слои крема, ганаша, бисквита. А посмотрите, какой он мягкий. Друзья мои, это так вкусно, это так нежно. Приготовьте, это совсем не сложно и очень-очень вкусно.